Эти события произошли более 2 лет назад. Истощенную собаку нашли неравнодушные люди вдали от города. Спасение этой собаки можно назвать настоящим чудом, поскольку она сидела в высоких и густых травянистых зарослях. Разглядеть, что там находится, было довольно трудно. Над бедолагой летали стаи мух, которые откладывали на нее свои личинки. Животное пребывало в настолько измученном состоянии, что не было сил даже на борьбу с ними. Как только добрые люди нашли собаку, первым делом они утолили ее жажду. Бедолага жадно выпила залпом несколько литров воды. Пса необходимо было срочно доставить на осмотр к ветеринару. Однако выполнить эту миссию было довольно трудно, потому что пес не мог даже самостоятельно встать на лапы. Хорошо, что нашлись добровольцы, которые оказали помощь. Собаку переложили на простынь, поместили в автомобиль и повезли в клинику. В больнице получилось более детально рассмотреть животное. Это была взрослая собака гончей породы. Ей пришлось сбрить участки тех шерстных покровов, на которых мухи подкладывали яйца. Несколько дней собака провела под капельницами. Затем ей прооперировали лапу. При операции ветеринары смогли определить, что собака находилась в траве не меньше, чем неделю. Когда специалисты пытались поставить пластину, у бедняги чуть не лопнула кость. Понадобилась помощь нескольких ассистентов. Все эти манипуляции осуществлялись с той целью, чтобы сохранить лапку пострадавшей. Также потребовалась помощь 4 добровольцев, чтобы доставить гончую на передержку. Собака отличалась крупным размером, но ее получилось осторожно перенести на руках. Куратор дала гончей кличку Вира. Сложно описать словами, что пришлось пережить несчастному животному. К счастью, те страшные дни без воды и еды на знойной жаре остались позади. Вира реабилитировалась в течение нескольких месяцев. Собака долгое время провела на передержке, несмотря на то, что отличалась симпатичной внешностью. Возможно, потенциальных владельцев отталкивала проблемная лапа Виры или ее крупный размер. Собачка отличалась упитанностью, она набрала вес, поскольку вела малоподвижный образ жизни. Через год для Виры все же нашлись хозяева. Когда ее к ним привезли, собака сразу почувствовала, что попала к себе домой. Вира сразу признала хозяина и обосновалась у его ног, она даже не делала попыток догнать своего куратора, а лишь посмотрела вслед благодарным взглядом. Хозяева Виры живут неподалеку от леса, поэтому собака ведет активный образ жизни. Сейчас ее вес пришел в норму. Вира счастлива с новыми любящими хозяевами, которые дарят ей любовь и заботу. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а мы и дальше будем радовать вас невероятными историями про животных.